Курская коса – популярное место в Калининградской области. Сюда часто приезжают туристы, но, как правило, ограничивается двумя экологическими тропами. Это высота Эфа и танцующий лес. Но помимо этих мест в Курской косе есть и другие места, есть и другие экологические тропы, не менее красивые. Вот, поэтому я хочу показать вам все места, которые здесь есть, чтобы вы, когда сюда будете возвращаться или когда в первый раз поедете, могли сформировать полное мнение о Курской косе и маршрут построить для себя такой, который будет нравиться вам, а не который вам будет диктовать экскурсии, там, частные гиды и прочее. Более того, мы посмотрим Курскую косу на стороне Литвы, чтобы вы сформировали все же полную картину о Курской косе. У меня есть архивные снимки, когда я там был на стороне Литвы. Я покажу вам их, покажу текущее состояние дел, вот, и вы уже сделаете для себя полный вывод. Так что будет интересно, давайте начинать. Я здесь с ночевкой, потому что за один день посмотреть здесь явно нереально. Время сейчас у нас уже 8, я сюда в 6:30 приехал, пока все сделал. В общем, начинаем. Курская коса – это длинный песчаный барьерный перешеек длиной около 98 километров, разделяющий Балтийское море и Курский залив, формирующийся за счет активного переноса песка ветром и морскими волнами. Начинается от Зеленоградской, заканчивается в Клайпеде. Граничит с Литвой на 49-м километре. На стороне России есть такие населенные пункты, как Лесной, Рыбачий и Морское, а на стороне Литвы – Нида, Прейла, Первалка, Йоткранте и Смильтине. Оттуда, чтобы попасть в Клайпеду, нужно переплыть паромом, так как на той стороне коса разделена от суши водой, так же как и Балтийская коса в России. Что, начинаем. Первая у нас будет тропа Королевский Бор. Тоже редко сюда кто ездит. А зря. Протяженность 3 километра. Сейчас у нас где-то около часа, говорят. Проходить она по времени будет. Вот время 8:40, посмотрим. На обратном пути мы пойдем вон туда, сходим к морю. Смотрим, что там. Так. Машин мало, я специально приехал рано, но сегодня коса вся в тумане. Вот. Тропа проходит через старый сосновый лес, который сформировался после того, как в 19 веке здесь были высажены сосны для защиты от песчаных дюн. Этот лес остался один из самых сохранившихся на косе. План схемы передвижения, кстати, это удачно. Вот мы сейчас так заходим, можно направо будет свернуть, вот так мы и сделаем. Кормушка для косули, питомник туи, вот как раз. Все понятно. Короче, первый поворот направо. Грязно, конечно, дождь. Что делать? Так, ну давайте пока идем, наверное, есть смысл мне рассказать вообще о том, как сформировалась Курская коса. Потому что я много смотрел тоже видео разных, и везде все плюс-минус говорят, ну, какие-то средние, усредненные вещи. Попробуй более глубже рассказать. Ну, наверное, начать стоит с того, что упоминания первые о косе появились в 3-5 веке. Но коса, естественно, тогда как таковой не была, как сейчас, да, единое тело, а были островки. Одни там соединены были друг с другом, другие нет. Это пересыпь, это геологическое образование. Когда формировалось море, Балтийское море, как вы знаете, ну или если не знаете, оно сформировалось от ледника, то есть пришел ледник, дошел вот до этой местности, дошел, то есть он выкапывает, ну, себе яму, да, вот, он идет где-то меньше глубину делает, где-то больше, и вот эта разница между глубин и позволила сформироваться Курской косе. Ну, ледник, соответственно, растаял, потом и все, и вот
появилось вообще Балтийское море, ну и вот эта пересыпь появилась. И постепенно стало там с помощью ветра, там наносов и прочее формировать вот эту пересыпь. Ну и, в общем, коса сначала была как острова, островками. И вот в 3-5 веке люди начали сюда приходить не то чтобы осваивать, а просто рыбачить, по сути, больше рыбачить. Потому что не особо она была пригодна для жизни, но тем не менее какие-то временные жилища они строили, и те растения, те деревья, там, то, что было, они вырубали под свои нужды. И это, соответственно, наносило урон косе. Ну и также через косу, прям как бы напрямик сквозь нее, да, проходили суда различные, потому что относительно недалеко отсюда есть древнее поселение викингов, Кауп называется. Сейчас оно воссоздано. Если вы там не были, рекомендую побыть там. Это очень красивое место тоже. В общем, это древнее поселение Кауп было таким местом, куда купцы, в основном со скандинавских стран, со скандинавской области, приходили, там товары свои продавали и прочее. Вот. Но постепенно коса-то перемещается, и так как вот это разрушение все шли, там где-то корабли, может, на мель вставали, там тоже разрушали как-то, наносили ущерб косе. Где-то люди вот это вырубали. В общем, коса стала меняться, и корабли уже не могли там проходить, люди не могли там находиться, тоже жить. И бросили ее где-то до 13 века. Может, чуть раньше. И вот за все это время коса, соответственно, восстанавливалась. То есть природа восстанавливала сама себя. Там птицы где-то, ягоды там и семена перебрасывали. Где-то ветер переносил. В общем, коса формировалась. И вот к 13 веку как раз-таки появилось именно оно единым телом, потому что тевтонские рыцари уже на тот момент есть упоминание о том, что коса как бы была равна, примерно 100 километров, как она сейчас, 98. В общем, видите, как всегда вовремя приехал, проход запрещен, реконструкция ведется. Здесь был настил. Блин, это плохо, как же мы посмотрим теперь? Вот здесь просто по этой стороне как раз идет красивые, места. Там сделали арт-объекты давно, относительно недавно арт-объекты. Там есть леса, кабан, там лось, по-моему, тоже есть. Вот. И, в общем, не посмотрим мы их. Ладно, проверим, что здесь. Вот беседочка первая. Комары, кстати, капитально. После как раз дождя вот это все не очень приятно. Вот. Часть маршрута, в общем, экологической этой тропы Королевский Бор проходит по участку старинного почтового тракта, который являлся, вернее, основным. Сейчас. Который являлся основным транзитным торговым военным путем из Восточной Пруссии в Россию в течение нескольких веков. В общем, здесь князья разные ездили, дипломаты. И тут тоже закрыто, жалко. В общем, они ведут работы. Старый знак лесничества. Гренц. Кормушка вон. Тут посидеть можно, в принципе. Не сейчас, а вообще. Природная лаборатория для занятий с детьми. Тут сидят с детьми. Кстати, интересная штучка. Голос дерева. Я уже бил в нее, делал.
Получается интересно тоже. Ну и тут показаны срубы разных деревьев. То есть как какое дерево выглядит. Ну, познавательно. На самом деле это интересно. Будь я ребенком, мне бы такое было интересно. Не знаю, как сейчас. Интересно детям такое или нет. Как будто бы нет. Красивое специально, чтобы вот делать так. Каждое дерево, видите, звучит по-своему. Ладно, мы, конечно, не увидим вообще много то, что я вот сказал про арт-объекты. И это очень жаль. Хотя бы увидим здесь что-нибудь. Осторожно, скользко, понятно. Все в тумане, очень жаль. Очень жаль. Так, что у нас тут? Ну вот это столбики, это, по-моему, немецкие отметки. Они там делили тоже по-своему. Так, ну-ка, где вы здесь, да, говорите? Там еще проверим. Ну да, в общем, не густо. Арт-объекты мы не посмотрели, питомник то гигантский не посмотрели. Это очень все плохо. Вот сокол хотя бы есть. Ну вот, кстати, как они выглядят примерно все. Вот сокол, видите, есть. Страшноватый такой достаточно. В общем, есть основания полагать, что на этом закончено все. Не можем пройти на ту сторону. Ладно. Жалко. Возвращаемся обратно. Что поделаешь, если тут нельзя. Просто не хочется ходить там, где нет настила, не стоит, где не делали разрешения. Потому что это такое место, где не просто так просят людей не шляться, где не попадя. Забавно, конечно, получилось. Только я сказал, что покажу все экологические тропы полностью, все места. И тут сразу раз. Первая проблема, что на реконструкции. Такое бывает, кстати. И не сказать, что редко. Так, я хочу все-таки историю быстренько закончить про Курскую косу. Мы остановились на том, что вот в 13 веке Тевтонский орден пришел сюда, Тевтонские рыцари. И уже были первые упоминания о том, что коса сформировалась, да, то есть единое тело стало, и там есть записи о том, что как раз-таки благодаря ей пересекали там, отсюда там в другие места. В общем, Тевтонский орден пришел на косу, построил замок, там фишмастер вот этот был, который регулировал вылов рыбы. Все, в общем, начало все развиваться. Купцы там начали тоже приезжать на косу, отдыхать. Такой самый населенный поселок Расситан был. И Йоткранты. Йоткранты — это вот на стороне Литвы сейчас находится. Вот он прям разрастался. В какой-то момент, по-моему, там около 19 века, может, раньше, прям разросся много, уже начали там и янтарь добывать. И люди, так как места уже мало было, а надо было дальше строить, они ушли чуть в другую сторону, то есть, чтобы образовать новое поселение. И вот так образовалась Нида. А после уже там остальные, Первалка там произошла и другие. В общем, начали прям обустраивать косу, там все это время шло. Естественно, никто ничего не высаживал, как опять все это начало вырубаться, как всегда.
разрушаться, опять коса стала засыпать, там деревья, жить стало невозможно, впервые начали вот задумываться, что-то вот опять же в 19 веке, по-моему, о том, что-то надо с этим делать, как остановить движение дюн. Вот. И в Кёнигсберге образовалась кафедра, которая как раз начала изучать непосредственно, вот, как можно остановить эти дюны. Вот тогда это и были первые попытки начать посадки деревьев, кустарников и прочее. Изучали, во-первых, их со всего мира, какие там подойдут под эту почву, потому что тут-то не почва, по сути, а песок. Песок там перемешанный там, с листьями, там, с перегноем, наверное, и что-то такое. И постепенно начали этим заниматься. И люди, которые тут жили, помимо рыболовства, да, курши, там, прусы, в холодное время было сложно рыбачить. И они, соответственно, начали думать, как поступить, что делать, чтобы прокормить там, себя там, зимой, например, там, и так далее. И они обратили внимание на птиц, конкретно на ворон. И они начали на них охоту. Охотились таким образом. Во-первых, у охотников были ручные птицы, ручные вороны. Они раскладывали сеть длинную на определенных местах, привязывали за лапы ворону, вокруг нее раскладывали продукты, там зерно, рыбу, и сверху, соответственно, вороны, видя своего сородича, так скажем, да или вообще в целом, видя все, что там происходит, тоже садились в эту сетку. И в какой-то момент дергалась, эта сеть дергалась и ловила всех ворон. Говорят, там по 30, по 50 штук ловили, не знаю, насколько это правда. Охотники такие назывались краебитеры. В общем, быстро это все вошло в моду. Начали заказывать из ресторанов Кёнигсберга, по-моему, «Континенталь», там был такой модный ресторан. Начали заказывать этих ворон, а готовили их так. То есть, когда вот охотники, эти краебитеры, поймали ворон, их надо было там, засолить, потом отдавать уже в ресторан, ощипать, видимо. И перед тем, как это сделать, соответственно, ворону нужно было убить. Убивали ее укусом в голову, в шею даже, вернее. Укусом в шею, потом полоскали рот, якобы, наверное, для дезинфекции, шнапсом. Или другим алкоголем, который был под рукой. И все, в общем, отдавали в рестораны. Там это блюдо было очень популярно, такой деликатес считался. Его заказывали высокопоставленные всякие люди, аристократы и прочие. И, в общем, косой там немножко позанимались. Это шло до Первой мировой войны, потом уже было не до того. И все это забросили. И только вот спустя, когда закончилась Вторая мировая, когда перешла уже и коса, в частности, там и Кёнигсберг, в СССР начали заниматься, лесничество образовалось. Впоследствии это лесничество перешло в национальный парк, в котором мы сейчас и находимся. Вкратце, примерно так. Еще интересный такой факт, что в 1944 году здесь еще был сезон. Сезон, то есть тут отдыхали и прочее. То есть никто не верил, что победит Красная Армия и прочее. Многие, уже шла речь о том, что надо эвакуироваться отсюда. Там нехотя некоторые люди уезжали, эвакуировались, но в основном оставались. И потом уже ближе к 45-му началась такая полная основная эвакуация. Уже не эвакуация, а побег, по сути. Бежали там в Германию, в Литву. И некоторые все равно оставались здесь, веря в то, что там Красная Армия уйдет, потому что Кёнигсберг, он же переходил, и вообще эта область переходила то с Российской империей, то обратно там и так далее. И это верили в то, что обратно все вернется на круги своя. Но, естественно, ничего не вернулось. В общем, оставшиеся люди тоже жили, но понимали, что им надо уезжать. Кто-то там оставался, понятно, но все равно многие тоже уже уезжали. Они запрашивали в Литовской ССР, насколько знаю, там разные разрешения на уезд. Уезжали в ФРГ, там, в ГДР, в Германию, в общем. И на косе почти уже не осталось, то есть жителей, да, Куршей как таковых. Все, то есть, уехали. По-моему, лет 10 назад там, или 5, что-то такое. Немец один там написал книгу. Он как раз был последним там, одним из последних, наверное, краебитером этим. Он писал о том, как он тут ловил крайний раз там в 44-м или примерно в этих годах. Ловил эту
ворон. Вот. Ну и все, в общем, начали опять косу заселять, переезжали со всего Советского Союза сюда люди, которые, ну, разбирались в рыбалке. Есть сведения о том, что приезжали с Сахалина, с Архангельска. И, соответственно, вот интересный момент настал, когда одно население, да, которое долгие годы, там, столетия заселяли косу, ушли, и пришли совершенно новые люди, да, которые здесь ранее не жили. Вот. Ну и тем не менее начали осваивать и они. Ну, в общем, примерно так. Питомник, кормушку мы как раз не смогли посмотреть. Мы вот этот кусочек не посмотрели ровно половину, а вот тут все посмотрели. Ну, в целом, ладно, нормально. Так, ладно. А, ну да, лось, вот он есть там такой. Блин, машина понаехала, я там один стоял. Ладно, сейчас в другую сторону сходим. Так, давайте посмотрим, что тут у нас. Да вот я дорогу перешел просто. И все. Ага, понятно. Орлан белохвост. А, на русском, на английском, понятно. Нравится, что тут тишина такая. Спокойствия, зверей нету почему-то, хотя порой попадаются. Вот я про острова рассказывал, видите, вот по сути вот они, да, между ними, ну, как будто бы остров, только, наверное, вот так стоял поперек, а не вдоль. Волнорезы. Там уже Зеленоградский берег. Если там идти, в принципе, по Зеленоградскому берегу, в Зеленоградске, по набережной, ну, там есть, в общем, есть момент, где прям чуть-чуть вот видно вот этот берег, может, дальше косы. Не совсем получилось, блин, посмотреть Королевский Бор, тропу. Мы половину посмотрели с вами, другую половину я вам покажу, питомник той гигантской, вот которая. Ну и все, в принципе, один готов. В общем, сейчас едем дальше. Я сейчас посмотрю, какой маршрут. По-моему, сейчас в одно местечко надо заскочить. Потом мы едем в еще одно, а после этого мы уже поедим. Я посмотрю, покажу, вернее, что тут можно поесть. Так что проверим. Тут тоже какое-то место, я не знаю, называется «Песчаная катастрофа». Вот там стенд стоит. Сейчас мы проверим, посмотрим, что он из себя представляет. В общем, это просто информационная таблица. Но тут есть, конечно, тропа, но я тоже по ней не пойду. Проход запрещен, я не буду ничего тут нарушать, потому что вот сейчас как раз эти штормовые все вещи неохота мне тут делать. Едем дальше. Вот старый Курш, или как-то так она называется, сейчас посмотрю, скажу точно. Старый, ну да, Курш, да ведь? Да, старый Курш. Там всякие хот-доги продаются и лепешки. Типа по старому рецепту. Сейчас, короче, покажу. С 9 до 5, кстати.
Лепешка выглядит вот так. Соленовато достаточно, но внутри начинка. Но вот в данном случае у меня это картошка. Ну, мне нравится. Там есть и другие виды. С брынзой тоже вкусная. И типа с вороной, ну вот. В старину. Но это просто курица там с перцем, по-моему, что ли. Тоже неплохая. Ну, то есть, короче, на пробу можно. Я, правда, видите, хотел калач взять, но с калачом не вышло, поэтому будем есть то, что есть. На самом деле тут визит-центр, есть информацию про косу, можно посмотреть, почитать, так что сейчас пойдем, вернее, смотреть дальше. Вот здесь продавали, ну, продают, они есть, просто почему-то закрыты. Попадаю не так, как хорошо, может, они закрываются, когда не сезон. Хотя мы зимой, по-моему, были, и тут все было. А, вот они. Ладно, хоть покажу вам так. Вот, короче, вот такие есть калачи. Все, идем. Идем в музей, визит-центр. Вот он называется, музейный комплекс. Интерактивная площадка по следам животных. О, прикольно. Вот этого я не видел, не было. Это интересно. Тут подписано? Нет. Не подписано. Кто знает. Наверное, будет интересно. А, подписано вон. Это цапля. Это бобр. Даже не знал. Лисица. Барсук. И лось. Прикольно. Вообще прикольно, молодцы. Вот это мне нравится. Деревья, в принципе, в танцующем лесу. Мы туда доедем. Вот такое вот местечко. Сюда надо заглянуть, вот посмотреть. Там, ну, видели сами, история есть. Можно ознакомиться. Но мы едем дальше. На стороне Литвы есть свои экологические тропы и места для посещения. Мы их сейчас посмотрим. Давайте начнем вот с образовательной тропы природного заповедника Нагляй. Это сайт дирекции национального парка Курская коса, литовский, ну, с переводом соответствующим с Гугла. Так, длина 9 километров. Образовательная тропа природного заповедника. Ну, в общем, тут всякие правила указаны, вообще история, что как образовалось. Я вам так пробегусь, чтобы вы могли на паузу поставить и прочитать, если интересно. Перевод может быть кривой, сами понимаете. Вот. Ну и здесь также, да, вот указаны, какая флора и фауна на косе. То есть, ну, достаточно интересно, если так смотреть.
Сюда, кстати, смотрите, билет стоит 5 евро, да, для взрослых, там 2 для студентов, пенсионеров. А на косу вообще, на литовскую сторону косы, вообще основной билет стоит, по-моему, 20 евро или что-то около того, может больше, я не знаю. Я слышал про 20, но это уже было довольно давно. Но на косе, видите, есть помимо этой тропы, вот она 5 евро, есть и другие там места для посещения, которые тоже стоят какой-то суммы. И, соответственно, так на самом деле накапливается довольно нормальная сумма. Так, давайте посмотрим теперь смотровые площадки и панорамы. Вот, к слову, сразу покажу. Вот у них не соединено, как у нас в Зеленоградском, Курская коса. Да, здесь нужно вот использовать паром. Вот я лично вот на этом ехал пароме с Клайпеды в Смилтон. Тут уже на автобус и ехал уже дальше. Тут достаточно интересно. Видите, вот музей литовский морской, кстати, вот есть. Так, что там у нас еще? Давайте посмотрим. Вот самая ближайшая к нам, это в Ниде смотровая площадка у них. Тоже вот такая. Ну, в целом, то есть можно посмотреть вообще, что там есть. Вот интересная вещь тоже. Так, давайте пешеходные маршруты тогда основные посмотрим. Вот пешеходный маршрут вокруг Ниды. 9 километров. Есть тут описание кратко и есть ссылка на маршрут. Так, вот он идет. Ну, почти кольцевой, да. Здесь отмечены различные места, которые стоит посетить. Ну, важные, может быть, какие-то интересные. Вот в том числе солнечные часы. Она как бы не помечена, но сюда можно дойти посмотреть. Вот они, да. Мы их сверху сейчас видели. Вот они так выглядят. Следующий маршрут у нас Нида-Прейла, 9 километров из Ниды в Прейлу. Тоже вот путешествие, вы ознакомитесь с уникальной прибрежной природой. Смотрим, что там у нас за маршрут идет. Вот линейный маршрут. Видите, возле аэропорта Нидского проходит. Кто не знал, на Курской косе есть аэропорт. Я тоже в свое время удивился. Не то чтобы он большой, но все же есть. Сам факт его нахождения на Курской косе достаточно интересный. Маршрут вдоль берега, да, проходит. Тоже вот можно посмотреть разные места красивые, нифига. Так, едем дальше. Что у нас дальше? Дальше Курский песок, Прейла 5 километров. Что у нас здесь смотрим? Тоже вот показаны всякие разные моменты. Красивые, конечно, места безумно. Вот этот, кстати, стул, у них, по-моему, называется стул для двоих, по-моему, тут вот вдвоем можно сесть и смотреть на горизонт. Ну, тоже довольно красиво. А, ну вот она, да. Это считается как смотровая площадка. Так, что там у нас дальше? Вокруг Жиргураги, перевалка 5 километров. Вдоль берега тропа проходит. И вот смотрите, как красиво получается. Вот она, да, идет. Прям, ну, очень атмосферно. Вид на мертвые дюны. Вот они. Ну, в общем, есть что посмотреть, да, и как бы не ограничиться там уж явно тоже, как вот я потратил 2 дня, ну, 1,5 даже, грубо говоря. Не ограничиться этим временем явно. Потому что много что надо посмотреть. Вот смотрите, березовый лес. Очень необычно. Я не знаю, я не буду утверждать, но я не видел такого на стороне России березняк, чтобы рос. Ну, вообще это необычно, особенно для косы. Потому что там, ну, там как бы не почва, ведь, а песок. Я уже как бы говорил, да? Очень необычно. Так, дальше. Пешеходный маршрут от лесных соборных тропиц. Йоткранте 6 километров. Вот там я был. Но я был как бы не полностью на этом маршруте, а на части. Я там был конкретно на Ведьминой горе. Сейчас покажу. Вот, кстати, Янтарная бухта, да, где янтарь добывали. Это вот то, что я вам рассказывал, да, когда Йоткранте, оно же как бы одно из таких самых густонаселенных было поселений. И люди уже, когда некуда было, по сути, там строить, что-то делать, они уже переходили и дальше основали другие поселения. Ну, в том числе Нида так образовалась. А вот здесь уже показана вот эта Янтарная бухта. И вот их, видите, какие объекты, арт-объекты сделали, надводные. Достаточно красиво. Да, красиво. Ловушка для звуков.
Вот она. Так, я вам хотел гора ведьм показать. Вот она у нас. Гора ведьм тоже тропа экологическая, красивая. Идет такая, она как бы снизу вверх идет. И пока ты идешь там на каждом, ну, она извилистая, на каждом повороте вот такие вот чудовища из сказок. Ну, литовский фольклор, в общем. Интересная тропа такая, достаточно, ну, жутковатая, прям откровенно. Я покажу дальше видео, как шел по ней. А вот это уже верхушка, так скажем, тропы этой самой верх. Это Ведьмин шабаш называется. Там вот стул тоже, можно присесть. Так, вот я еще хотел вам показать. Вот она, Йоткранская колония серых цапель и комаранов. Там, по-моему, так птицы называются. В общем, когда они гнездятся, ну и, соответственно, помет летит вниз, в помете содержатся вредные вещества, которые, ну, уничтожают растительность. Остаются вот такие мертвые деревья, по сути. Весь лес выглядит вот так. Не знаю, что с этим делают или что будут делать, ну, литовцы, но тем не менее. Так, все, да, с маршрутами этими все. Еще, смотрите, быстренько тоже пробежимся. Тут есть вот объекты культурного наследия. Ну, тоже то, что можно посетить, интересные, красивые места. Вот, допустим, Дюна Агила. Тут кратко описано про нее, ну и вот показано, что она из себя представляет. Гора змей. В форме змеи она там выделена. Дальше защитный прибрежный гребень Дюны. Тоже я вам вот так покажу, чтобы вы могли почитать потом. Дюна Кавайчу. Так. Вот тут еще плюс перевод, конечно, может быть не самый корректный и правильный. Вот гора ведьм, где мы были. Вот это вход, кстати. Я вам покажу тоже фотографию, где я делал. Вот. Ну, в целом, вот она, кстати, колония. Давайте еще глянем. Цапель и кормораны, да. Вот он тоже показан. Вот. Ну и здесь также еще там остальные какие-то места, такие интересные береговые батареи. Вот в Смильтине, да, это вот где батарея Рауль, куда мы не попали. Ну вот аналог примерный. Это же все тоже оборонный комплекс был Морской косы. И да, еще я вам хотел показать жилье, которое есть на косе, ну, со стороны Литвы. Чтобы мы с вами посмотрели, ну, в целом, да, как там внутри устроено, и в основном, как снаружи я хотел показать, чтобы вы сформировали взгляд. Вот, кстати, свежий достаточно, год сдачи 2006, ну, для косы свежий, естественно. Так, тут, по-моему, домов не видно с улицы, но мы там дальше посмотрим. Ну, вот можем глянуть с вами, как в целом она, да, устроена. Так, что там дальше? Ну вот, например. Вот видите, да, кстати, вот они вот так вот разбросаны домики. Там прям, конечно, красиво. Ничего не скажешь. Плюс вот мансардного типа все. Вообще, конечно, классно. Какой год? 82-й, видите? Вот еще. Вот таких много, да, это как уже частные больше идут. Вот это то, что мы смотрим, это, ну, плюс-минус таунхаусы, там где-то как апартаменты примерно. Что-то из этого разряда. Не, ну вот это уже, конечно, какой-то такой тоже старый. Ну, 95-й год. Так, ну давайте вот еще посмотрим что-нибудь, две каких-нибудь. Вот больше вот это прям как таунхаусы идут, вот они, да? Вот он, Курская коса вся. Ну, прям красиво, что тут скажешь. И видите, в основном у них, ну, не в основном, а везде они стараются крыши делать из черепицы. Ну, дань прошлому, так скажем. Потому что раньше, ну, строили из черепицы в основном на косе. Ну, когда могли уже из нее строить. А до этого строили крыши из камышей. И есть вот, по-моему, в Ниде тоже ресторан такой. Он крыша из камышей сделана. Ну, возможно, стилизована, но тем не менее выглядит очень красиво. Ну вот нет фотографий, показать вам, к сожалению, не нашел. На Ведьминой горе иду.
Капец, тут стрёмно. Еще один. Это вообще обо***ться можно, блин. Это Курская коса со стороны... вот, кстати, хороший указатель. Курская коса со стороны Литвы. Так. В общем, вот такая Курская коса. Мне хотелось, чтобы у вас тоже понимание было, да, того, как она выглядит на той стороне. Вот. Это важно, чтобы полноценно было все видно. Вот. Так что едем дальше. Так, я вам там вначале не говорил, чтобы на косу приехать, там есть КПП. Билет стоит 400 рублей. Раньше где-то было дороже, где-то меньше, в зависимости от транспорта, на котором вы приезжаете. Сейчас все приведено к единому знаменателю, так скажем. 400 рублей за человека. Независимо пешком, вы на машине, на велосипеде. Вот. Так что имейте в виду. В самый край успеваю, там леса, блин, и вон он, лисичка, смотрите. Видали? Все, мы приехали на самую дальнюю точку озера Лебедь. Тоже 3 километра маршрут, кольцевой. По-моему, или нет? Нет, наверное, нет. Он не кольцевой. Обманул вас. Лису сейчас только что видел. Прикольно. Так и хотел увидеть животное близко, на косе. Увидел. Да, красиво, конечно, тут, что говорить. Да, это прямой линейный маршрут. Туда-назад 3 км. Итого 6. С учетом того, что я уже сегодня ходил. Ну, неплохо. Кстати говоря, сколько браслетик? 8000 шагов показывает. Вот. Там выше, по левой, вернее, стороне, от вас по правой, видимо, есть надписи. Вот здесь сейчас увидим. Вот здесь, короче, вот эти названия городов. И вот постоянно ходят, ну, егери, да, наверное, это получается. Лесничие, короче, ходят и стирают для того, чтобы другие люди, кто сюда приходит, видя там названия городов, ну, свой хочет написать город. А ходить, как мы уже поняли, можно только по тропам, которые вот сделали, вот эти вот. Никак иначе. И вот чтобы они не ходили, люди, и не делали это лишние записи, вот надписи на песке, приходится за ними стирать. Поэтому это, конечно, прикольно, но это делать не надо. Надо уважать природу. А коса — это вообще очень хрупкая экосистема. Так что аккуратно будьте. Середина пути где-то. Интересно, что в Литве есть прям тоже там тропа экологическая. Ну, выглядит условно вот как это. То есть там нету настилов, у них просто вытоптана тропа, и вот они по ней ходят. Вот. Вот здесь уже примерно начинают писать. Ну, сейчас не видно, да, будет. Вот здесь обычно все исписано.
хорошо, что нету. Что-то я, наверное, свои силы перепроверил. Иду, задыхаюсь. Хотя вроде так-то я не устал. Ну ладно. Не знаю, что это Казань. Не все видны. Уфа. Ну, короче, вот люди вот так сходят и пишут из этих шишечек Архангельск. Это прикольно выглядит, я согласен. Вот так, если бы в ряд все было сделано, кстати. Я вам не показал тут. Да, это выглядит прикольно. Но это все нарушает, к сожалению. Я вот помню, шел как-то. И люди писали, выкладывали возле этих шишек. И тут лесничие прям за ними сразу убирали. Ну вот, допустим, вот она, колея идет. Ну, это, наверное, машина, я не знаю, они лесничие тут ездят или нет. Но не суть. Они вот выбивают, короче, весь этот вот трава там выросла, да. Они ее выбивают, а там уже ничего расти не будет. Соответственно, вот так вот везде это сделать, от косы ничего не останется. Вот поэтому они говорят, ходите по настилам, там, не надо слазить с тропы там, и прочее. Это важно прямо. Блин, ну все в тумане, ничего не видно, даже, наверное, озеро не будет видно, это обидно. Минск, привет белорусам. Киров. Это что у нас? Это озеро Лебедь. Всякие водоплавающие птицы. Очень красиво, когда тумана нет. Такой вообще, ну прям шикарный вид, но я покажу. По-моему, озеро Лебедь. Это значительно интереснее, чем высота Эфа, куда все ездят. Поэтому я бы рекомендовал прийти именно сюда первый раз. Потом уже можно на высоту Эфа, где куча людей. Здесь их нет, сами видите. Батарею Рауль, правильное название экологическая тропа Пилькопен, ранее так назывался поселок Морское, мне посмотреть не удалось. Во-первых, потому что туда можно попасть только в составе экскурсионной группы от 10 человек. Во-вторых, я встретил работников Курской косы, лесничих. Они рассказали, что смотровая площадка, куда я хотел попасть, сейчас закрыта, так как разрушили эту дюну и там нельзя находиться. Рядом как бы можно походить, но нужно записываться на экскурсию заранее. Записаться можно, позвонив по номеру, который находится перед этой экологической тропой. То есть вам от парковки возле магазина Лисий двор, это рядом с высотой Эфа, ну и недалеко от озера Лебедь, нужно перейти дорогу и пройти прямо, потом завернуть, как показано на карте. Но я считаю, туда специально ехать нет смысла. Можно позвонить дежурному нацпарка, номер есть на их сайте, и записаться через него. Но повторюсь, на этот маршрут можно попасть только в составе группы. Короче, мест все меньше. Батарея Рауль не получается посетить.
Приехал на высоту Эфа. Пойдем сейчас туда смотреть. Ну, это прям такая зона, где еду купить можно, короче. Ну, это последняя точка, где вот разворачиваются все автобусы. Поэтому здесь много всего и мест мало. Тут и настил другой, видите? Потому что совсем другая проходимость людей. Года не помню, уже 3, наверное, что ли, назад поменяли его. Может, 2. На контрасте вон прошлая тропа озера Лебедь, и это по количеству людей. Конечно. Да, туман не дает посмотреть все, ну ладно. Красиво, конечно. Что скажешь. Все, идем к выходу. Ну, наверное, выводы можно сразу сделать на контрасте. Да, здесь красивенько, но разве на озере Лебедь не красиво? А виды там не менее шикарные, чем здесь. Ой, как тут опять много всего настроили. Ой, мышку женщина. И очень много кошек реально стало. Почему так странно? Как будто часть Зеленоградска сюда перевезли. Прикольно, конечно. Насчет вон тех построек. Там, короче, якобы это все, ну не якобы, отчасти это так сделали для того, чтобы автобусы могли парковаться. Ну, естественно, где автобусы, там и такси. Но вот эти, где домики построили под сувениры, там под что-то еще, они вырубили деревья. Я обращаю внимание ваше
вырубили в национальном парке деревья, где априори такого быть не должно. Ну кому какое дело? Да ведь ужас. Покажу, про что я говорил. Так, во-первых, вид вот в целом на высоту F. Вот видите, вот был лес, вон он еще остается. И вот это вот все вырубили, чтобы очередной базар сделать. Очень жаль, очень жаль. Вот это все лес был. Вот под автобусы места. Да уж. Ну вот думайте сами, норм это или нет. В национальном парке вырубать деревья и ставить эти вещи. Итак, вот вам высота F. На контрасте с, как я уже говорил, с озера Лебедь, ну, высокая разница. Куча людей, куча всего. Ну, понятно, конечно, туристы и прочее, все это хорошо. Я планировал сейчас заехать в танцующий лес, но не заеду, потому что там то же самое будет, потому что это тоже очень популярная тропа. Я лучше завтра с утра заеду. Ну, вот то, что я вам изначально говорил, что за один день все не посмотришь, неправда посмотришь, учитывая, что с батареей Рауль сложности, половина тропы Королевского Бора сложности. Но даже если их учитывать, все равно можно за один день, даже не бегая так, ну, более-менее бегло, нормально можно посмотреть. Но это очень тяжело, я прям сейчас подустал уже. Это всего 16 тысяч шагов. В общем, еду заселяться. Может быть, сегодня я еще куда-нибудь съезжу. Скорее всего, на высоту Мюллера, я думаю. На F я точно не поеду. Ой, на танцующий лес. Его я завтра. И тогда завтра еще один поставим маршрут себе. Рассистентный, как его? Рассистентный лес. Как же он? Рассистентный, да как же его, господи. Рассистентский лес. На завтра оставим танцующий лес и рассистентский лес. Прингилу можно будет... Ну, я просто покажу. Туда там тоже экскурсии. Вот это надо по 10 человек собирать. Ну, один туда невозможно попасть будет. Ну, все, в общем, вот такой итог. Пока что так. Буду держать в курсе. Ну и диван, то есть 4 спальных места. Так, очень маленькая комната, по сути, вот. Все. И до сих пор туман. До сих пор. Бывает такое, не везет с погодой, так случается. Ну, ладно, что, посмотрим. Идем к морю. Видать, закрываются на вечер. Ну да,
Вот и все. Итак, второй день. Едем на танцующий лес. Рассистенский лес, выговорил. Высоту Мюллера. Ну и так в пару мест заедем. На улице идет дождь. Надеюсь, он и закончится. Я думал вчера, что сегодня уже не будет дождя, но я наивно надеялся на это. Ладно, будем делать, исходя из текущей ситуации. Надеюсь, все получится, но, в общем, посмотрим. Поехали. Все, вот мы и приехали в танцующий лес. Идем смотреть. То же самое, что высота Эфа в целом. Когда я тут первый раз был, это было 10 лет назад примерно, может 9, не было еще вот этой вот ограды, не было вот этой вот бетонки, которая я сейчас иду. Просто была такая тропа, но смотрелась она, конечно, еще более аутентично. Но сейчас тоже классно. Блин, вот это прям не могу, вот это место, оно просто завораживает. Офигенно. Зря я зонт взял все-таки. Ладно, уж не зря, конечно. Долгое время, в общем, думали, почему деревья закручивают. И вот многие говорили о том, что это типа из-за того, что ветер так наклоняет деревья, потому что есть и пьяный лес. Он там в начале я показывал. Вот. Кто-то думал, что тут с почвой что-то там, еще какие-то вещи. Ну, типа, что это вообще какое-то место такое магическое, что вот их выкручивает. Но все меньше об этом споров, потому что есть и в России другие места подобные, где точно так же деревья закручены. Даже, по-моему, я слышал, я не знаю, правда, нет, но просто скажу, вот в Китае где-то есть подобные леса. Так что вот видите, какие они. Ствол вообще выкручен. Блин, когда тут людей нет, тут вообще круто, конечно. Тут прям реально какое-то такое таинственное, чувствуешь что-то. Вон как закручено в петлю. Тут раньше не было этих оград. Естественно, люди, несмотря на то, что их просили не ходить, ходили все равно. Вот они, видите, вытоптано все. Вот здесь. Это очень плохо. Блин, надо было к стенду подойти. Ну ладно. Были такие люди, кто вот сейчас огорожено, вот оно, видите, заборчиком. Вот в это дерево, насколько знаю, я не видел сам, но насколько знаю, тоже пытались залезть в этот, ну вот, в дупло это, да, в этот круг внутрь и сфотографироваться. И было сложно вылезти им. Слава богу, вылезли, и не пришлось ломать
Срывать, вернее, дерево. Срубать. Ну, в общем, вот так. Танцующий лес прям интересное тоже место. Очень интересное. И вот как вы сами видите, вот ощущается, я думаю, даже через экран, когда вот за тобой там идут много людей, впереди люди. Ну, совсем не так. А когда ты вот так один идешь, гуляешь, прям вообще кайф. Круто. Очень круто. В принципе, и все. Он кольцевой, там сколько, по-моему, километр 200, что ли, он, или 1,5 километра маршрут весь. Он небольшой. Тут быстро вообще пройти его можно. Расситинский лес. 16 километров? Да ладно. Или что это значит? И что, как идти прям по тропе? Необычная тропа, но я не знаю. Не, ну как бы я неправильно понял. В принципе, наверное, можно было и так пойти, да? Вот мы вышли на тропу, ну, на дорогу. И дальше куда? Куда? Ну, это, я так понимаю, чисто по лесу пройтись тропка. Это мне напоминает, кто смотрел, где я в Беловежской пуще заблудился. Тоже забавно. А, ну да, вон стенд вижу. Все, значит, все правильно идем. Прямо и налево, получается, если я здесь. Не знаю, ладно, пойдем дальше, короче. Здесь прям лес. Вот это круто, конечно. Вот чисто можно прям себя ощутить в лесу максимально. Тут вообще людей нет, наверное, и не бывает, я так понимаю. Все ее мимо проезжают, а она прям от остановки идет, ну вы видели. То есть прям от остановка поселок Рыбачий. Расситан. Потом уже тропа вот эта начинается прям в лесу. Много хвойных, соответственно. Так, еще один стенд. Значит, я правильно все-таки иду. О, какое дерево. Так, что скажешь? Вы находитесь здесь. Ага. У моря почти, да? Ну все правильно, так и надо было идти ведь. Площадка для пикников. Правильно. Все, я правильно пошел. Судя по всему. Круто. Королевский Бор пройдено. Высота Эфа, озеро Лебедь, танцующий лес пройдено. Расситинский лес вот в процессе. Батарея Рауль, это тропа. Как он там называется правильно? Пальнипин, блин. Ну ладно, я напишу. Короче, туда сложно попасть. Сейчас мы это проверяем. Ну, дальше дойдем. Потом возвращаемся. И высота Мюллера. Это будет 6-я тропа. Все, у нас комплект. Ну, плюс мы заезжали в места некоторые. Плюс я еще пару мест сейчас покажу, пока поедем. Насчет вот, где написан этот Расситинский лес, где 16 километров. Я так понимаю, просто 16 километр с той стороны, если ехать. Ну, как-то считают они, короче, по километражу. А с обратной стороны 34-й. Так, вон опять стенд. Это 3-й стенд получается. А вот эти столбы, вот они, немецкие столбы, вот так они на сектора делили. Я вот уже показывал на этом его, на Королевском Боре. Бору. Блин. Че, неправильно я иду, получается, что ли, остановка?
показывает, что как так получилось. Странно вообще. Так, еще один стенд. 4-й. Сейчас проверим. Ну, как будто я иду в обратном направлении, хотя странно. Мне казалось, море вот с этой стороны. Ладно. Давай проверим. Ой, я вообще не пойму. Ладно, пройду сюда. Еще немного. Еще до одного с 5-го стенда пройдем и все. Там я проверю уже как. Круто, осенний лес все равно красиво. Вот лично я сюда езжу, чтобы вот так, не знаю, разгрузить голову, наверное, можно так сказать. Все равно ты идешь, это я сейчас просто на камеру так болтаю. А так ты идешь, думаешь там о своем, размышляешь. Ну как-то, может, лишние мысли уходят, приходят нужные. Каждому свое, безусловно. Для кого-то классно приехать на косу, на высоту Эфа, там, например, или в танцующий лес. Быстро пройтись, поставить галочку, потом поесть все, что там есть. Марципана там, шакотис, это торт литовский. И тоже окей у них все. Каждому свое. Уже думал вон туда дойти и на этом закончить, но вот. Это люди. Че, я сейчас типа выхожу. А, они на великах едут. Ну, короче, вот. Велосипедисты, они оттуда выехали. Скорее всего, там и конец уже. Я уже не пойду туда далековато идти, я так понял. Так что идем обратно. И идем на высоту Мюллера. Все, мне было важно показать, что... Ну, все правильно. Вот как я пошел, вот вы вышли на вот эту дорогу, основную их. И вон туда идете. То есть вышли и налево. От 5-го стенда этого. Мне было важно просто вам показать, потому что я вообще не видел. Может, они, конечно, есть, но я не встречал видео, где вот есть эта тропа, Расситинский лес. Она тоже интересная, почему бы и нет. То есть это вот чисто в лесу. Вот кто любит лес, вот это прям must have. Все, ладно, я пошел обратно. Увидимся на Мюллера. Я все еще иду, но хотел вам показать, ну, не так далеко, не знаю, километр где-то, наверное, от остановки, вот парковка. То есть, если вы на машине, я просто не знал, где еще поставить. Я поставил здесь, вот возле этого магазинчика закрытого. Лесная 10. Так что, если найдете где-то в другом месте, круто. Вот я только здесь нашел. Все, на этом все, наконец, с Расситинским лесом. Все, теперь едем на Мюллера точно. Спасибо, что используете Багис. Пожалуйста. Так, все, ладно. Я сейчас просто мечусь между тем, чтобы сказать, что мне очень нравится на первом месте озеро Лебедь или вот высота Мюллера, насколько мне нравится. Не знаю даже, честно говоря. Пусть будет они оба на первом месте. Танцующий лес на втором. Уже высота Эфа.
Не, Расситтанский лес мне больше нравится, чем высота Эйфа. Высота Эйфа, наверное, мне меньше всех нравится. Она стала просто местом скопления людей. Никакая не экотропа уже. Там вот ходит вместо этого рыцаря. Такая легенда красивая была о рыцаре. Я не помню, говорил, нет. Он стоял вот где как раз батарея Рауль, куда мы не попали. Вот. Легенда была такая, что рыцарь влюбился в жрицу прусскую. Соответственно, такое было запрещено. Ну, в общем, все это узнали, заколдовали жрицу и превратили ее вот в песок на дюнах. Ну, типа на дюны все это вот она стала. А он сказал, тогда и меня заколдуйте, я буду в латах. В латы, вернее, заколдуйте навсегда. Его заколдовали тоже. И вот он стоял там на вершине такой дюны большой, ну, типа как на холме. И ветер, когда дул на дюны, и песок с дюн, ну, брал, он как бы типа ласкал этого рыцаря. Ну и, соответственно, аллегория в том, что они так виделись со своей возлюбленной. А сейчас этот рыцарь стоит, во-первых, не лицом к дюнам, то есть смысл этого потерян сразу. Он стоит просто как что-то, что... Ну, прошел, сфоткался, как фотозона. Никакого интереса нет. Лишь был королевским лесничим, очень важной персоной здесь. Он очень много сделал для косы. Там дальше будет прям камень, но Мюллеру типа посвященный. А вон настил уже есть. Его тоже часто ремонтируют. Вот мы, кстати, повезло. Нам не повезло на Королевском бару, потому что там закрыта часть тропы. А здесь все окей, хотя она тоже закрывается иногда. Вот тут видите, кто у нас есть. Кабан, косуля, лось, бобр речной, заяц, русак, собака енотовидная, барсук, лисица, белка. Лисицу мы видели. Вот она, дюна крутая. Смотровая вся. Ну, кстати, тоже короткий маршрут. 1,5 где-то тоже километра. С 1882. Вот вам и высота Мюллера. Очень классное место. Короткий маршрут, очень быстро можно заехать. Но тут тоже почему-то мало людей заезжают. И на самом деле непонятно почему. Вот вы можете для себя сами теперь сформировать свой список, кто чего нравится. Я хотел, конечно, изначально показать вам прям, ну, полностью, вот как я иду, да, вот по тропе. Но, блин, не совсем это интересно уж явно. Спасибо вам за просмотр. Спасибо за лайки, за комментарии, если вы ставите. Я вообще создавал... Ну, я не думал даже, что на меня будут люди подписываться. Это такой был вызов себе, что я, ну, смогу ли я в целом вести канал, там, что-то такое. Мне было интересно самому. Люди подписываются, я очень рад и благодарен каждому. Так что спасибо вам, увидимся. Всем пока. Так, вот сейчас сюда еще зайдем, глянем, что там.
Немножко хочу Зеленоградск вам показать. Это вот город, который перед Курской косой, если кто не знает.